Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, канала Алексея Арестовича. Это прямой эфир, этим вечером очень важный прямой эфир и такой достаточно насыщенный, потому что, кажется, лед тронулся, господа присяжные заседатели, созвонились Трамп и Путин, обои прокомментировали свои разговоры, ну а мы будем, соответственно, накладывать это на действительность, вот эту, жесткую, какая есть. Алексей Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Саша и зрители, уважаемые. Всех люблю. Да, очень ценим и благодарим за поддержку, за то, что вы, несмотря ни на что, поняли, как поменять страну, где как смотреть, воспользовались VPN. Все элементарно просто по нашему сегодняшнему эфиру, да, по нашему сегодняшнему эфиру все очень банально просто. То есть у нас есть QR-код, это тот, который позволяет во время эфира прям залетать, да, так сказать, со своим мнением, местом, предложением, вообще вопросом прямо во время эфира. В конце я собираю вопросы для нашей финальной части в сообществе YouTube на своем канале. Есть анонс нашей встречи, и там вы пишете. И потом работаем с чатами вживую, так сказать. Из канала Александр Шелест, из канала Алексея Арестовича будем с вами общаться. Прежде чем мы начнем, я предлагаю традиционно, да, собственно, ответить на вопрос. Сегодня такая очень интересная формулировка прозвучала от дипломата Ланы Зеркаль. Лана Зеркаль, в общем-то, обрисовала красные линии, мол, это не территории, там армия моего вера, вот что красные линии для государственности Украины. И, собственно, по этому поводу и опрос. Будь вы на месте Украины, какой из красных линий поступились бы в первую очередь? И варианты: армия, язык, вера или территории. Алексей Николаевич, давайте с этого начнем, потому что мы там о Путине и Трампе сейчас поговорим, но вот тут принципиально важная история. Так а чем готова поступиться Украина, исходя из этих пунктов? Смотрите, это ложная постановка вопроса. Изначально ложная. Потому что та Украина, которая существует сейчас, договориться с Путиным не может. Она вообще ни с кем договориться не может. Заключить мирное соглашение и прекращение огня может какая-то другая Украина. Хоть чуть-чуть протрезвевшая и понявшая, да, что за 34 года самоспуска в унитаз нужно заплатить. Это цена за проезд такой. Да? И есть входной билет, всегда есть проездной билет, а есть выходной билет. Поэтому надо оплатить входной, выходной и проездной. И это дорого. Главным темой здесь является так называемая национальная идентичность, которая привязывается четко к языку. И вторая глупость, вернее, это глупость, а вторая – это разумное соображение относительно численности вооруженных сил. Это наиболее дискуссионная вещь была в первом Стамбуле, она дискуссионная сегодня. И вот здесь что получается? Что если Украина сохраняет свой старый характер, такой, как она есть сейчас, конечно, Россия будет настаивать на полной демилитаризации, что означает там 100-тысячная армия и 300 танков. То есть ничто. Силы, не способные защитить даже Винницкую область. Вот, или Киевскую. А если там 50 самолетов смешных и так далее, и так далее. Если Украина принципиально меняет свой характер, то возможна и другая численность вооруженных сил, и другая архитектура безопасности. Численность вооруженных сил – это маленький пазл, очень важный в большой архитектуре безопасности. Все решения, все красные линии, озвучки, вырванные из контекста общего безопасности, не имеют никакого значения. Это очень по-украински будет, по-староукраински сражаться за численность, не понимая, какая общая архитектура безопасности. Потому что в определенной архитектуре безопасности украинская армия может быть и 2,5 миллиона. Вопрос какой? И зачем вам численность армии, если вы не решили принципиальный вопрос архитектуры безопасности? Ну и кто ее будет Если кормить, Украина, конечно. конечно, если Украина остается враждебным государством для России, то численность россияне будут воевать до тех пор, несмотря на все сладкие разговоры с Трампом, до тех пор, пока они не вобьют просто вот в украинскую армию до состояния, когда больше экономику больше 100 тысяч, она больше 50 не потянет. Если Украина становится нейтральным государством, то это другая история. Нейтралитет стоит дорого, и его надо охранять не только от России.
там появляются аргументы, которыми можно оперировать. Например, говорить, хорошо, ну вот хорошо, допустим, при вас, при нынешней России, 100 тысяч – это приемлемая история. А где мы, что нам гарантирует, что в России радикально не сменится режим? Вы нам гарантировали, Владимир Владимирович. Вот вы ушли, а после вас кто? И что тогда? Например, мы можем сказать, а кто гарантирует, что Венгрия не ломанется на Закарпатье, а у нас нет, мы не успеем туда перебросить наши 5,5 танков и 2,5 бригады. А еще, если мы справедливо исходим из того, а вот это и только и есть начало серьезного разговора, давайте, чем меряются делегации? Давайте пленных обменяем. Численность вооруженных сил. Кто кого сколько разбомбил, кто кому какие обиды нанес. Это все детские, детсадовские разговоры. Серьезный разговор в Стамбуле или где бы то ни было шел бы так. Друзья мои, наше видение следующих 20 лет развития мира, региона и наших отношений такое. Противная сторона говорит, а наше видение такое. И согласование начинается с согласования видения. И если выстраивается правильное видение, с которым обе стороны согласны, ну, например, ключевые позиции – это нейтралитет и система отношений между Россией и Украиной, то численность вооруженных сил и все остальное, вплоть до обмена пленных, компенсации, некомпенсации, становится частью чего? Этого рамочного соглашения, видения, архитектуры безопасности, арки. Потому что при определенной архитектуре безопасности Россия с удовольствием заплатит компенсацию Украине, как братскому народу. А при определенной, как сейчас, она в принципе не даст ни копейки. Поэтому нет никакого смысла дискутировать факты, 100 тысяч, 300 тысяч, выплата, не выплата, не разобравшись с сценариями и базовой архитектурой, которая стоит за сценарием. Поэтому все, что не обсуждается в принципе подведение итогов последних 34 лет и прикидки на следующие 34, не являются серьезными разговорами. И самое главное, оно не является тем, что Путин сегодня упомянул, когда вышел комментировать разговор с Трампом. Ключевая формула. Убрать причины войны. Старая Украина, как антироссия. Индейцы, купленные за чумные одеяла, чтобы воевать с Россией, представляют угрозы для России, да, так как Россия это понимает. Сейчас мы не спорим, да или нет, мы смотрим, как это понимает Россия, как это видит. Вне зависимости от численности вооруженных сил и вне зависимости там, да, вот, от всего остального. Поэтому лучшая гарантия безопасности – это смена характера государства. Государственности. Национальное государство – катастрофа для Украины. И существуют страны, которые прошли модерный вызов. Польша может иметь мононацию, монокультуру, моноязык и так далее, это моноверу, но это исключение. 16 стран Европы или более язычны официально. Европы. И наций моноэтничных очень мало, типа венгров, поляков и так далее. В основной массе это жуткая густая смесь. Это если мы не говорим про такие страны, как Индия, где всего 653 языка, как бы, да, и так далее. Поэтому, и которые как-то умудряются существовать. Или Пакистан, который с ней воюет, в котором 180-354 тысячи народностей и 200 тысяч языков. И тоже как-то существует. И имеет ядерное оружие, и экономику, и армию, и все остальное. Так вот, фишка в чем? Что никто всерьез не ставит вопрос об основаниях существования Украины, основах и взаимоотношений с Россией. Без этого разговор это ни о чем. Картины мира надо сначала согласовывать. И в рамках них частное соглашение, численность, нечисленность и так далее. Что говорит Зеркаль, которая предлагает армия Мова Вира, формулу? Да. Она говорит, должна остаться старая Украина, и мы должны отстоять параметры старой Украины. В этом случае мирного соглашения, любое мирное соглашение будет только промежуточным. Все ошибки будут повторяться и усугубляться. Вера в то, что это хорошо, Порошенко и Зеленский плохие администраторы, а вот придет хороший администратор, и этот старый проект как садминистрирует, вот тогда мы посмотрим, кто кого. Это полная детская лажа инфантильная. И я, в принципе, с интересом присматривался к Алене Зеркаль до этого ее заявления. После этого ее заявления весь мой интерес куда-то улетучился. Я понял, что все это можно отодвигать в корзину. Это ни о чем. Если, конечно, человек не поменяется, чудо всегда возможно. Но это заявление перечеркнуло интерес к ней. Безусловно, да. Национальное государство – гибель для Украины, смерть. Но возникает вопрос такой философский, да, как это, библейский, о старом вине, новых мехах или старых мехах и новом вине. Мы видим сегодня по хронологии звонков, Трамп
звонит сначала Зеленскому. Как журналисты написали из издания Axios, это, конечно, это прям унижение. 2 минуты поговорил с ним, 2 минуты, а потом начал звонить Путину. 2 часа. 2 минуты, 2 часа. Мгм. После вышел Путин с заявлением лично к прессе, достаточно короткое заявление, и мы услышали некие новые, ну, формы, слова новые. Меморандум, оказывается, стороны должны составить, да, по нему идти, в него включить все основные пункты будущих мирных соглашений. И вот с этим меморандумом, да, то есть дальше идти, двигаться к миру, и в него туда вносится прекращение огня. Сам Трамп вышел без заявления, ну, написал длиннющий пост о том, какой хороший разговор, как здорово, а что он потом всем позвонил, и Зеленскому президенту, и всем, в общем, в Европе, и Ступу звонил, короче, всем позвонил, все, говорит, мы запускаем этот процесс. А, Почему меха и вино я привожу? Потому что Зеленский с тем режимом, который он выстроил сейчас, может переобуться, перевернуться, удариться озимь и превратиться в того миротворца, который нужен для формирования вот этой дорожной карты, создания меморандума, и подписывать дальше нужно будет мирное соглашение. Или это все игра? Смотрите, вот мы сейчас в интересном моменте с вами находимся в прямом эфире. Путин высказался позитивно, ряд очень четких сигналов, да, миримся, да, вот я готов. Короче, Трамп вышел вообще с восторгом, ну, по принципу, где Трамп, там победа. Зеленский еще не вышел, не прокомментировал. Ну, а что им комментировать? Разницу между двухминутным разговором и двухчасовым? Или трехминутным и трехчасовым? Но он выйдет и обязательно что-нибудь ляпнет. Я вам гарантирую 99%, что это сразу подорвет заявление Трампа и Путина. Будет что-то типа «Крым наш, все равно не отдадим», «Украина», «Конституция» и так далее, и опять все пойдет на смарку. Если это наиболее вероятный вариант, если не пойдет на смарку, то оно пойдет на смарку чуть позже. Если не пойдет на смарку чуть позже, это означает, что нашли ключи и способ навязать Зеленскому мирную повестку. Вот. Но подписание мирного договора с Зеленским, то есть ситуация, где он принимает на себя историческую, не государственную, а историческую ответственность за оставление за Россией как минимум территорий по линии разграничения, пусть даже и не юридически там отпетляют, а де-факто, если удастся это продавить, если Путин на это пойдет, это политическое самоубийство. Это исторический подвиг, но политическое самоубийство. По крайней мере, так, как ему кажется. И у вас в эфирах постоянно задается вопрос, есть ли в Украине такой политик, который на это пойдет? Один есть. Не будем показывать пальцем, но все остальные не способны на это. Поэтому он будет упираться до последнего, он будет отпетливать, он будет сбрасывать с себя ответственность. Только под очень серьезной личной гарантией он будет готов это все так или иначе подписать. Дальше все это упрется в парламент, в ратификацию парламента. В парламенте начнут пляски всякие наши парламентарии, которые будут блокировать трибуну и говорить «не допустим, не простим». Поэтому прекращение огня и мирное соглашение, а ведь россияне ставят вопрос сначала переговоры, потом прекращение огня, чтобы Украина паузу не использовала в боевых действиях и Запад для поставок. Это еще очень отдаленная перспектива. Даже если пройдет Зеленский, неизвестно, как поведет себя парламент. Ну, допустим, парламент как проголосует так, как он проголосовал американскую сделку. Тогда начинается интересный период турбулентности. Они подпишут промежуточное мирное соглашение и прекращение огня. А дальше что? Нужно как-то выборы проводить. Но о Или тогда... выборах американцы молчат. Да, американцы молчат. Волынка будет тянуться следующим образом. Или, значит, уже и нет войны, но выборов все еще нет. Нет полгода, нет года, нет полутора, нет два. Сукина сына, но нашего сукина сына держат до последнего. Вот, и он был вынужден разбираться с экономикой, демобилизацией и прочей там чепухой. Либо скажут, давайте выборы для того, чтобы подписать финальное мирное соглашение, на чем настаивает Россия. Будет ли она настаивать или нет, это вопрос. Как там договариваться. Заметьте, что Трамп озвучивает те параметры, которые я ровно сказал, когда говорил 2 месяца назад о том, что готовится фонд, заинтересованы вкладывать китайцы, русские, американцы. Восстановление Украины, речь идет о торговле, мире через экономику, это место мира через силу и прочее, прочее. Трамп не сворачивает с этой тропы, он как на ней стоял, так и стоит.
Вот. Он преувеличивает, совершенно неизвестна реальная позиция России. В речи Путина особо ничего такого не звучит, ни про экономику, ни про что. Он говорит конкретно, нам нужно от Украины вот это, да, устранение первопричин войны, а дальше все остальное. Поэтому мы просто даже по этим заявлениям видим, что стороны даже после очень тесных контактов, двухчасовой разговор, возможно, будет встреча Трампа и Путина, придерживаются очень разных позиций в отношении самой ситуации. И мы возвращаемся к тому, что я сказал. Согласовывать нужно не частности, а рамочное видение мировой безопасности, вообще каким мир будет в ближайшие хотя бы 10 лет, и в рамках него заключать. Пока этого не будет, хотя американцам и россиянам это легче сделать, больше точек, Арктика, Китай, космос и так далее. Но мы даже видим сейчас, что вход в эту воронку реального прекращения огня и проведения выборов в Украине слишком много «если». Если Зеленский, если парламент, если Путин, да, и так далее, и так далее. Так что я бы не размахивался на излишний оптимизм. Всякое возможно. Возможно и прекращение огня частичное, возможно и довольно успешные переговоры. Возможно, как-то они там будут идти в сторону чего-то там, но совершенно неизвестно, что будет после прекращения огня формально. То остановились, ладно уже. Что дальше с Украиной? Ключевой вопрос, сменит она модель или нет. От модели зависит система безопасности. Старая Украина не может встроиться в коллективную систему безопасности новой Европы, потому что ее хотелки про НАТО и ЕС не сбудутся, а других хотелок она пока не рассматривает. Как заявила нам делегация в Стамбуле наша и все ее комментаторы после этого, и сам Зеленский, что НАТО и территория украинская не предмет для торговли, мы все равно туда хотим. То есть опять настаивание на том, что стало причинами войны. Я не жду никаких особых прорывов, даже если что-то будет выглядеть как прорыв. Даже если кто-то надеется на прорыв, послушав этот сегодняшний разговор и комментарии к нему. Не разговор, а комментарии к нему самого Путина и самого Трампа. Это очень длинная история, неблагодарная. Еще повоюем, еще постреляем. И даже когда прекратится, ничего не означает, что оно в любой момент не сорвется или в момент, когда стороны будут готовы и заново не начнут стреляться. Перспективы Украины без смены проектности, с антипроекта на проект крайне печальный. Государство, не знаю, старый проект прекратит существование в обозримые 5-7 лет. Это максимум. Украина большая, быстро этого не будет, но да, за 5-7 лет он сдохнет окончательно и утянет в могилу половину Украины. Ну, вы много даете по Да, срокам. много. Ну, я даю наиболее оптимистичный. А на самом деле прикончат ее гораздо раньше, потому что старая Украина Путина не устраивает совершенно, и нет силы, способной его остановить. Не существует. Трамп не является такой силой. Некоторые, Демократы тоже не являются такой силой. да, некоторые детали. Ну, в общем, тоже так смешно было, да? Ну, как смешно? Ну, и так иронизировать есть над чем, грубо говоря. Когда вышел Путин, ну, сделал Мгм. заявление, там, оценку дал разговору, все, рассказал о меморандумах, о переговорах. А потом а, Песков и Ушаков разъяснят вам. Они расскажут, что к чему. Ну, там Песков что-то вышел, тоже там сказал. Но больше всего порадовал, конечно, Ушаков. Говорит, что 2 часа 5 минут длился сам разговор. Путин вначале пожелал здоровью 11-му внуку, который родился на днях, Дональда Трампа. Откровенный, конструктивный, все, в общем, замечательный разговор. Договорились продолжить диалог по всем вопросам, в том числе по Украине. Интересно, что, значит, как пишут паблики, но опять-таки ссылаясь на Ушакова, что Трамп говорит, в общем, президент Путин теперь может каждый раз ему звонить, вот каждый раз. То есть вот в любое время набирай, старый друг Володя. И такой еще момент, они долго решали, кто будет класть трубку первым. То есть вот в таком духе у нас подаются вот эти разговоры. Ах, Ты как клади. хорошо. Нет, ты клади. Да, Нет, клади да. ты. Нет, нет, клади ты. Клади ты, клади ты. Такие зайчики, да. И вот эти детали нас вообще как бы в другую реальность ввергают. Мгм. Ведь нам Европа говорит о том, что давай перемирие или как страшные санкции введем против России. Вот какие еще не ввели. А Трамп говорит о каком-то мощном экономическом сотрудничестве в дальнейшем. И судя по всему, вот у меня вот такой вопрос возник после этих всех распасовок. Так, а могут они вот так вот раз и
начать снимать санкции с России без остановки войны в Украине? Смотрите, давайте просто исходить из простого факта. 3 минуты разговора с Зеленским или 2, и 2 минуты, и 2 часа разговора с Путиным. Хоть какие-нибудь комплименты Зеленскому после этого последовали? Намек на потепление, еще что-нибудь? Ничего, только про Украину сказано. А после разговора с Путиным у нас все. У нас темочки, у нас звонить в любое время. У нас что? У нас там, значит, ты клади, нет, нет, ты клади, я тебя больше люблю, нет, я тебя больше люблю, ну целую, ну положи, ну и так далее, и так далее. Даже этот стиль, за которым стоит определенный фон, за стилем всегда стоит фон с точки зрения психологии, показывает, что Трампу психологически более понятен Путин, и сумма общих интересов и взаимопонимания и согласования картин мира несравнимо больше, чем у России с Украиной, у Путина с Зеленским или у Трампа с Украиной и Трампа с Зеленским. По сути, речь идет о чем? Что Украина мешает Трампу и Путину слиться в геополитическом союзе полноценно. Одно из главных препятствий. Как вы думаете, сколько может продолжаться такая ситуация? Вопрос зрителя. Венс, комментируя разговор, перед тем, как он начнется, сказал, что да, нам вполне надоело. И пресс-секретарь Белого дома. Нам надоела и позиция России и Украины, но Россия здесь дежурно присоединяется на самом деле. Вот здесь главное Украина. Второе, да, мы можем выйти из переговоров. Что это значит? Зеленскому, очевидно, значит, что Зеленскому в эти 2 минуты сказали очевидно: Вова, это твой последний шанс. Если сейчас ты не договариваешься, мы выходим. Или начинаем выход, медленно сокращая. Останешься один на один, посмотрим на твоих европейцев. Это ему сказали, скорее всего. Это не значит, что это будет выполнено. Но вьетнамизация, южно-вьетнамизация конфликта вот просто на полке. Напоминаю, треугольник Пекин, Москва, Вашингтон очень важен. Но в 150 раз несравнимо более важен другой треугольник. Треугольник выглядит так. Украина для Штатов токсичный актив. Токсичный, заокеанский, токсичный, ворующий, ничего не способный договариваться благодаря Зеленскому, и рулящий не туда, и ссорящий его с основным партнером геополитическим. Россия для США ключевой, ключ к решению нового позиционирования в Штатах. Будет ли оно глобальное? Сократятся ли Штаты до североамериканского кластера? Россия ключевой партнер. Более того, в их истории совместной дважды Россия спасала Соединенные Штаты, спасала буквально в гражданскую войну и в войну за независимость, и дважды США спасали Россию. Индустриализация, голод по Волжье и так далее. Но не хоть они были союзниками в мировых войнах, мировой войне. У них длинная история холодной войны, что также означает очень тесное взаимодействие, где был союз Аполлона и много чего было. И что делать с Россией, почему она важна в Штатах, понятно всем. Что такое Украина, нафиг она нужна, непонятно никому. А теперь смотрите, как этот треугольник выглядит для Путина. Штаты для России ключевой партнер, через который можно решать большинство проблем России геополитических. Украина – это опасный, с точки зрения России, внимание, кавычки, фашистующий режим, который представляет непосредственную угрозу национальной безопасности России. Более того, второй слой. Для России Украина – священная рана. Россия никогда не откажется от Украины в той или иной форме, потому что здесь история, здесь общность, здесь они считают нас русскими, русскими частью триединого народа и так далее, и они готовы за это умирать, нравится вам это или нет. Умирать и убивать. Теперь смотрим, что победит на чаше весов, сколько бы эта история ни длилась. Токсичный актив или священная рана, за которую ты готов начать ядерную войну? Чего не могут понять украинцы? Я им постоянно это объясняю, объясню еще раз. Единственная страна в мире, которая готова воевать за Украину. Сейчас и потом сколько угодно. Вплоть до ядерной войны. Это Российская Федерация. Или Россия. Ну, может, Беларусь еще готова воевать за Украину. Больше никто и никогда за нас воевать не будет. Имеется в виду за нас, обеспечивая нашу безопасность, или за нас, воюя, чтобы мы перестали быть для ними опасными.
Теперь скажите, пойдут ли Штаты на ядерную войну ради токсичного актива? Никогда. Или на войну. Пойдет ли Европа на угрозу ядерной войны или даже конвенциональной войны с Россией за Украину, за разговоры о справедливости, за чмок Макрона и за демократию? Никогда. Никогда, потому что в тот день, когда на следующий день после того, как европейские лидеры побывали в Киеве и прятали пакетик, я заявил, что будет поднимать тарифы для Украины. Тарифы на товары из-за протеста польских. Это лучшая помощь воюющей стране, правильно? Так вот, единственной гарантией безопасности Украине может дать только Россия. Гарантии ненападения. Гарантии ненападения России четко привязаны к характеру украинской государственности. Проектности, не государственности, проектности. Если проект сохранится, то как не защищая армию Мовавира, в нее полетит орешник. Если сменим, то возможно не просто нейтральное сосуществование, а взаимовыгодное сосуществование, потому что советские цепочки народно-хозяйственные, в том числе по ВПК, до сих пор живы, до сих пор просят кормы. А теперь оно проверенное на поле боя, можно, например, на оружейном рынке играть в разные игры. Можно заключать частные соглашения. Индустриальные, сельскохозяйственные, инфраструктурные. Много чего можно сделать. Но только на условиях смены проектности. Поэтому, когда избегаете во всегда, никогда, потому что вы делаете большую ошибку, и это единственное исключение. Всегда нужно говорить в моделях. Одна проектность Украины – это бесконечная война с Россией, и Украина кончится. Другая проектность Украины – это возможность нейтралитета. Третья проектность Украины – это возможность взаимовыгодного сотрудничества. И не рассказывайте мне про взаимную ненависть, смерти, убийства и так далее. Это решается за 5 лет. Я могу назвать конкретные методы, когда армии померятся в течение полугода. Армии. А общество потом догонит. Это все проверено в военной истории, это 1000 раз видели. И если бы вам, например, в 1944 году сказать, что французы и немцы помирятся, не французы, там, а англичане и немцы, и американцы и немцы, или советы и немцы, вы бы никогда не поверили. Ну, вы же говорите о другой Украине. А Украина пока такая, какая она есть сейчас. А та Украина, которая есть, ей не важно, сколько раз Трамп разговаривал с Путиным, и Трамп с Зеленским. Ее будут добивать. Этой Украины не останется, ее добьют. Если она хочет умереть, а она хочет умереть, землянка упа – это могила. Она тянет с собой могилу, она хочет домой к себе могилу, то, ну, хорошо, это будут добивать. Добивать экономику, добивать армию, добивать мирных, там, сколько там, энергетику, еще, ну, сколько, 100-200 тысяч жертв. Выбирайте, сколько вам нужно, сколько вы хотите. Но проектность рано или поздно будет сменена. Либо добровольно украинцами, либо насильственным путем России. Сегодня Никакая, какой-то... никакая Штаты ничего не сделает. Вопрос. Нам нужно 200 тысяч смертей наших украинцев, развалена экономика и смена проектности под давлением, как всю жизнь была наша история, либо мы разумно сменим, тем более, что вне зависимости от требований России, ее давления, представим себе, что России нет. Вообще нет. Исчезла мировой океан вместо России. Никогда не было. И тогда Украине конче необходима смена проектности, потому что смена проектности осуществляется не для России и даже не для мира с Россией, хотя это фактор, а для Украины. Эта проектность Украину убивает. Она в 1,5 раза сократила ее население, если не в 2 с 91 года. Уничтожила промышленность, уничтожила инфраструктуру, уничтожила науку, уничтожила образование. Украинцы разбегаются по миру. Это так работает. Это проектность вне зависимости от России. Когда 65% или 75% молодежи еще до войны говорили, что их главная мечта уехать из Украины, это не Россия была виновата. Она еще не стреляла баллистикой по нашим городам. Это антипроект заставлял украинцев чураться Украины и разбегаться от Украины, стыдиться Украины. Поэтому даже если бы не было России, нам нужно было менять проектность. А теперь нам еще и Россия ведет войну на смену проектности. И если мы хотим мира и безопасности, то это в принципе хорошая история поменять проектность добровольно. Все политики, какие бы они симпатичные не были, Алана Зеркаль очень симпатичный человек. Как только они заявляют армию Мовавира, сразу в мусорную корзину. Это попытка фиксировать старый проект, это значит накликивание на свою голову еще больших бед, которые неизбежно заканчиваются поражением. Ладно, это были бы крупные риски, борьба и так далее, но они неизбежно заканчиваются поражением, причем страшным, разгромным.
ради того, что нам и так нужно, как воздух. Зачем? Украина не сражается. Вот смотрите, это брехня полная. Когда говорят, что Украина сражается за Украину, это вранье. Когда говорят, что Украина сражается за украинский народ, это полное вранье. Украина уже с первого сорванного Стамбула, с апреля 22 года, сражается за... Просто не сразу это стало понятно, но она сражается за сохранение старого проекта и его главного бенефициара Зеленского, и его 5-6 менеджеров. Ну и все вот это. Силовиков, криминал, националистов. Бизнесменов, которые это поддерживают. Интеллигенции. Умирают украинцы за сохранение старого проекта сегодня, не за Украину. Украине ничего не угрожает. Угрожает украинской проектности. Если бы россияне были умнее, они никак к этому не могут перейти. Лишний раз показывает уровень их пропаганды и идеологии. Они бы давно отделили украинский народ и Украину, и украинскую культуру от проектности и сказали, мы сражаемся не против Украины, не против украинского народа. Мы сражаемся против проектности, у которой бенефициаров 3% от населения, а расплачивается за это 34 года и на фронте все остальное население сегодня. И вот если бы они это Истамецкое это все отделили, все стало бы гораздо легче и понятнее, но им не хватает никак ума. Они кое-как об этом говорят, и статья Путина от 16 июня 2021 года, там, где он даже сожаление высказал по поводу Валуйского указа, по поводу того, что мы манкировали украинской культурой, украинской литературой и так далее, что это наша крупная ошибка, по сути, он говорит. Это было хорошее начало, их пропаганду вело далеко. Они никак не сообразят, что, ну, вообще-то, как бы надо разделить. Лучшее, что могли бы сделать сейчас россияне, это открыть украинские библиотеки, украинские школы. Да, разрешить литературу, там провести какие-то знаковые вечера, кафедру украинистики и так далее, сказать четко украинцы, да, как часть триединого народа, это если их модель. Говорят, а вот проектность вот эта отвратительная, землянка УПА, нет. И все, стало бы все понятно. И они быстрее бы решили эту проблему. Но им, с другой стороны, им не надо ее быстро решить. Им нужно, модель их устраивает по сумме причин. Экономика, геополитика с ними считаются, упрочняется власть. Поэтому их и так это все устраивает. Но посыл мог бы быть и почетче, потому что до сих пор очень многие украинцы думают или искренне пытаются верить, что Россия воюет с Украиной. Она не воюет с Украиной. Она воюет с проектностью украинской. Какие-то Вот выходные, ныне существующие, да. да, какие-то выходные страшные, Алексей Николаевич. Ну, много событий, заявлений, наснимали много роликов. То азовцы, которые пришли с плена, вернулись, говорили там, что надо, ну, это ухилянты с говяжьими головами, надо, чтобы они сдохли. То какие-то такие заявления очередные, ну, на фоне, да, вот того, кто воюет, кто не воюет, у кого что отобрать, у кого что поделить. Но есть симптом очень нехороший. Мгм. Комбат 47-й бригады обвинил командование в дебильных задачах Курской области. Говорит, Мгм. что тупорылая потеря людей, сжигание людей. И написал рапорт с просьбой его убрать с должности. Причем сегодня там произошли еще как бы, изменения у трановодов, да, то есть тоже есть, скажем так, моменты, что поменяли в этом высшем командовании чинов. Но когда увольняется комбат с такой формулировкой, ну, тут уже не спишешь на ПТСР. Здесь какая-то, наверное, проблема поглубже в украинской армии. Какая? Смотрите, на своих курсах я учу, такой есть первый модуль, с которого все начинается, это искусство мыслить. Как Да, правильно... друзья, Да, QR-код, который вы видите на экране, это школа Алексея на Николаевича. первом. Переходите. Да, мы начинаем новый набор, если хотите, да, заходите, 28-й набор. Так вот, первым модулем там будет искусство мыслить. Это как не под башнями сидеть, а мыслить самостоятельно, отбирать информацию, не позволять компасировать себе мозги. Там я даю разные формулы, и одну из формул, которую я даю, тщательно объясняю, пока вы не поймете, звучит так. Все, что будет, уже есть. У любого самого отдаленного будущего есть микросигнал или микро-микросигналы настоящего. И надо уметь их видеть. Так вот, у нас сразу несколько микросигналов. Вы назвали один — увольнение комбата. Это знаменитый комбат, у него позывной «Гений». Он в окопе читал Тимоти Снайдера, книжку. Там прошел от командира взвода до комбата с 22 года. Первый батальон — это всегда главный батальон бригады и так далее, и так далее. Но у нас еще сегодня эвакуация 200 населенных пунктов на Сумщине. Раз. Почти 300 шахедов за ночь.
рекорд. 2. Комбат. 3. И заявление целого ряда наших специалистов по беспилотникам, которые сказали следующее. Россияне перехватывают технологическое преимущество в области беспилотников. Сейчас мы этот тезис раскрывать не будем, они показывают, что почему, как и когда, в какие сроки. Это все маленькие микротрещины в большом фундаменте. В фундаменте падения этого проекта. Многим кажется, что еще возможно, еще там прилетят инопланетяне, Запад или так далее, поможет. Ничего не будет. Все, что будет, уже есть. Это фаза, предшествующая краху. Следующую фазу я сегодня описал в посте, могу зачитать кратко, чтобы не повторяться. Следующая фаза будет выглядеть так. Нарастающее военное поражение на фронте, то на том участке, то на том. Напоминаю, сейчас у нас сразу два провала. Один шириной 5 километров, вернее 9 километров, глубиной 6, другой километр, но на ключевых направлениях. В силу потери технологического и организационного преимущества на фронте. Технологическое – это беспилотники, которые наносят сейчас 85% поражения, а организационное, потому что армия будет деморализовываться. Вот эти звоночки – это уже признак. Потом ускорение, разрушение и разложение тыла усиленными воздушными ударами противника. Смотрите, то, что Россия запустит рано или поздно, будут в ночь запускать по 1000 шахедов, это неизбежно как дембель. Это не будет завтра. Не будет, нет. Это все-таки длинная история. Но через год вполне может запускать 1000 шахедов за ночь. 2 месяца таких ночей, и Украине конец. Она будет вбомблена в первобытный век, а сбить 1000 шахедов нереально, даже если вся армия США сюда заявится. Постепенная деморализация армии и населения. Митинги военных. Попытки офиса перекупить и еще больше закрутить гайки. Потом начнется в Радиевке восстание народа против ТЦК и полиции все больше и больше. Потом начнутся сполохи атаманщины, когда местные решалы будут устанавливать особый режим в своих областях, бесплощадно подавляя, эксплуатируя население, союз, потому что центральная власть не справляется и не гарантирует. А кто не верит, тот в ТЦК едет. Потом усиленные попытки центральной власти с этими атаманами заигрывать. Они уже есть. Корпуса создаются целые. Осыпающаяся экономика, отключение, инфляция, неспособность наполнить госбюджет, закручивание гаек для оставшегося бизнеса и откровенный его рэкет. Себе в карманы, но и чтобы налоги платили. Потом государство потеряет свою способность нести социальные обязательства, выплачивать пенсии и зарплаты бюджетников. Как попытка компенсации социально-политических и экономических негораздий будет усиление шовинизма, будут все на борьбу с выродками, которые нам мешают жить, такими, как вы и я, и затягивание фашистской петли. В общем, обитаем остров Стругацких. Все это неизбежно, даже если будет продолжаться поддержка со стороны США и Европы. А если она исчезнет или будет сокращаться, все пройдет гораздо быстрее. Третья фаза будет выглядеть так. Гражданская война или элементы гражданской войны, развал страны, руина, атаманщина на пике, потеря центральной властью хоть какого-нибудь авторитета, кроме Киева, и то днем, и второй заход России для того, чтобы подавить это все и завоевать, воспользоваться разложением армии. Это неизбежные 3 стадии для вот этого антипроекта, который называется «Национальное государство Украина», либо «Армия Нового мира». Они могут произойти в течение года, могут в течение 1,5, 2, 3, но они неизбежны. Да, я вам добавлю, что если так все продолжится, война продолжится, практически неизбежно осенью встанет вопрос о снижении призывного возраста. И в обозримые сроки обязательно станет вопрос о мобилизации женщин. Даже можете не сомневаться. Все пойдут туда. И другого выхода у этого проекта нет. У него нет ни альтернатив, ни выходов. Это нужно очень четко понимать. И ладно, если бы требование к смене проектности, повторюсь, требовал только злой Путин. Тогда было бы как-то действительно не камильфо поддаваться и так далее. Хотя финны поддались и вполне себе. Смена проектности критически нужна самой Украине, даже если Путина и России не существовало. Повторюсь. Вот это наша перспектива. Хотели знать перспективу? Вот она перспектива. Это перспектива этой проектности. Внимание, вне зависимости, есть война или нет, ведутся боевые действия или нет. Если не ведутся боевые действия, то, с одной стороны, процессы замедлятся, например, шахеды не летят на голову и на фронте не воюют. С другой стороны, многократно усилятся. Вот это нужно понять. Потому что огромная армия дембельнутых, которые не могут встроиться в экономику из ПТСР,
Сотни, десятки тысяч. Бытовые конфликты, разложения, борьба за власть, митинги, прочее, прочее, прочее. Разнос Украины в клочья, борьба за сужающуюся экономическую налоговую базу, возрастание всех противоречий. Конец войны означает резкий рост вероятности гражданской войны, ее элементов, то есть быстрый проход в третью фазу, минуя вторую. Поэтому даже мир не спасение для Украины. И мир не решение для Украины. У Украины нет вариантов. Никаких вариантов у Украины не осталось, кроме смены проектности. Смена проектности и в войне, и в мире особенно дает шанс. Не гарантирует, но дает шанс. Без смены проектности конец, что мир, что война, в любом случае конец, только по разным сценариям. Если война второй, третий, если мир, то сразу в третий с элементами второго. Вот и все. И это все в кратчайшие сроки. Не думайте, что это все очень когда-то я еще поживу в Украине, а потом выйду. В том числе это и женщин касается. Щелк, и вы уже никуда не едете, потому что вас уже принят закон о том, что вас будут мобилизировать. Не успеете выскочить. И все. Или, знаете, события или изменения копятся постепенно, а реализуются скачкообразно. Едете, едете себе на машинке, вышла блокпостик. Вы говорите, я женщина, меня нельзя мобилизировать. Они говорят, да, замечательно, выйдите, дама, мы машину забираем на силу обороны. Дальше пойдете пешком. Ну, там еще ржавый самокат. Это в лучшем случае. И вы будете дергаться к центральной власти, а она будет поощрять этот сигнал. Да, все для фронта, все для победы. Потом начнут просто отбирать машины и имущество, уже говоря, уже не, даже без отговорок, что это на фронт. Будете много выеживаться, поедете под Бахмут санитаркой. Все это будет в кратчайшие сроки. Тогда уже не под Бахмут, тогда уже под Краматорск и Славянск. В течение годика. Если помощь американская будет снижаться, уже осенью будет. Потому что сейчас, чтобы Украина провела летнюю кампанию, если она продолжится, российскую отбила, нужно еще где-то 1150-200 мобилизировать. Где их брать? У моих знакомых, точнее у знакомых, дизайнер, который стоит на нем висело проектов 15, наверное, очень серьезно, вышел покурить, не просто пройтись по улице, а покурить у дверей своей фирмы. 2 шага от входной двери сделал. Вылетели из-за угла, запаковали, рухнуло все. Собрали деньги, 7 тысяч пишут, что я читал, пишут $7000. Значит, отдали в военкомат, ничего не помогло, так уехал на полигон. Верховный суд недавно принял. Что? Какое постановление у нас? Неважно, Что как если тебя вас, мобилизовали, не, да. если вас мобилизовали даже со срочкой, отец 18 детей и так далее, мобилизация обратке не подлежит. Вот это сигналы, которые показывают, что будет. Увольнение комбата – это громко. Надо уметь обращать внимание на микротрещины. По принципу, все, что будет уже есть, оно очень четко показывает. Народ, если вы думаете, что вам помогут отсрочки, вы очень сильно ошибаетесь. Если думаете, что вы порешаете деньгами, вы очень сильно ошибаетесь. Это все в ближайшее время будет очень быстро сокращаться. Потом дойдет до женщин. Поэтому антипроект убивает Украину. Все очень просто. Меня считают врагом Украины. Я никогда не был врагом Украины. Но я злейший враг антипроекта. И именно потому, что я люблю Украину и украинцев, я так беспощадно борюсь с антипроектом. И я для борьбы с антипроектом спустил в унитаз всю свою репутацию. Потому что я понимаю, что это бесконечное мертвящее зло, убивающее украинцев и Украину. Мне плевать на репутацию. Но я просто, чтобы мне самому себе стыдно в глаза не было смотреть по утрам, не мог мириться с антипроектом и не могу ни в каком варианте. Поэтому Украине да, украинской культуре да, языку да, все хорошо и так далее. Антипроект надо загнать в могилу, там, где его дом. Только надо ему дать по щупальцам, чтобы он не утаскивал туда украинцев. Поскольку я на информационном, так сказать, участке борьбы, когнитивно-сознательном, ну, значит, здесь будем бороться. Значит, находясь в политической миграции, я буду маленькой симпатичной газетой «Искра» или журналом «Колокол», который показывает, как это что, как это работает и как оно не должно работать, нифига. А комбат не первый уже. Маркус, помните, что исполнял у нас? Ну да, его как Будь, бы да, не он один, а приветили его вначале Тавр, тогда, да, да. который сначала в суд подавал на суд, а потом увольнялся и так далее. А будет больше. Будет потом. В какое-то время начнется обвально. Еще раз повторюсь. Украине да, украинской культуре да,
антипроекту нет. Зеленский заявил, что Украина не выведет свои войска из части собственной территории и не пойдет на ультиматумы России. Также говорит, что сейчас рассматривается возможность новой встречи США, России, Украины и стран ЕС. Она может пройти в Турции, Ватикане или Швейцарии. Комментируя свой разговор с Трампом перед переговорами США-Россия, Зеленский говорил, что просил Трампа не принимать никаких решений об Украине без Украины. Это вот то потужное заявление, которого так не хватало нам для полноты Смотрите, картины. это вот вам футурология в прямом эфире. 15 минут назад я вам сказал, что Зеленский выйдет и все это сорвет. Вот, пожалуйста. Ну, может, 20 минут. Вот за 20 минут, как это, оправдываются ли прогнозы Арестовича? За 20 минут. Все Да. понятно, он не собирается договариваться. Все, что я вам сказал про антипроектность, все вот как под копирку. Запомните, ребята, когда осенью начнут мобилизировать женщин, ближе к декабрю, ноябре, вот просто запомните этот эфир. А как изменить проектность? Ну вот смотрите, потому что это, наверное, очень важный вопрос. Он глубже, чем вот это даже мишура и то, что происходит Конечно, это самый сейчас. главный вопрос. Смотрите, проектность сменить очень просто. Нужно остановиться и понять, что мы натворили еще в мирное время и продолжаем творить военно. Что государство, которому люлюкая одобряют сжигание книг и избиение людей государственными мужами и упаковка их на смерть, не имеет права существовать. Даже не государство, а система. Государство, оно все равно вторичная функция от системы, от проекта или антипроекта. Не существует оправдания для сжигания книг, не существует оправдания для избиения людей и затаскивания их в бусы государственными мужами. Достаточно этого фактора, можно все остальные даже не называть, хотя их очень много. Этот проект должен быть уничтожен. Антипроект, он не является проектом. Уничтожен, он убивает украинцев. Гораздо лучше, чем Путин и российская армия. Гораздо более эффективно. Путин и российская армия – это всего лишь реакция на существование антиукраинского проекта, антилюдского. И Путин в каком-то смысле явился сюда для того, чтобы с этим разбираться, чтобы оно потому что оно уже начало задевать его интерес. И российский. Поэтому, более того, оно было подкормлено с Запада и использовано против России. Мало того, что он антилюдской, его еще сделали антисоседским, недобрососедским. Поэтому надо просто понять, что люди, которые добровольно спустили в унитаз все, что им досталось в 1991 году, крупно ошибались. Раз. Ошибались сценарно, ошибались технически, ошибались векторно, ошибались стратегически. Это не самая сложная часть. Это все понятно. Достаточно посмотреть, сколько было комплексов зенитно-ракетных в 1991 году и сколько было при начале крупной войны. Кто это все распродавал, эти таблички ходят по интернету и так далее. Чтобы оценить, что происходит сейчас, достаточно посмотреть, что третий год войны ознаменовался тем, что 45% оборонного заказа только выполнено, и все. Тоже все понятно, никаких других цифр не нужно. Но дальше идет более сложная история. Нужно переоценить свою этическую систему. Этическая система антипроекта человеконенавистническая и разрушает в первую очередь их носителей. Один известный украинский телеведущий, образец украинскости, еще в 90-е годы, опубликовал недавно видео, как бы не сегодня, где он наехал за поддержку меня на человека, который дал ему бесплатно 2 года жить в своей квартире в центре Львова большой, где первые 2 года войны этот телеведущий прожил. Бесплатно. В то время как этот человек мог за огромные деньги сдать ее там беженцам, да, и прекрасно себя чувствовать. Он на него наехал, не называя его, но четко понятно, что это он. Последнее этическое преступление – это неблагодарность. Хуже этого ничего нет. Оно в Библии даже говорится, что последнее – это неблагодарность. Вот это квинтэссенция антипроектности. Мне очень неприятно, что антипроект все больше ассоциируется с Украиной и украинством как таковым. Его никто не различает. Его не различают россияне, его не различают уже украинцы. Вот моя история с Олегом Скрипкой.
Мы крайне друг другу симпатизировали. Он ходил ко мне на семинар. Я в восторге от Олега Скрипки, его творчества, как от человека и так далее, и так далее. Еще прошлое, у нас мы записали 3 передачи совместные с полным взаимопониманием, просто вот с резонансом и так далее. Еще прошлой осенью, когда я заговорил, что вот это нас всех ждет, провал контрнаступления, и вот это все позже, и так далее, и так далее. Его спросили в каком-то эфире прямом, спросили, что Арестович. Он сказал: Арестович, вы же с ним вот поощряли, вводили, там в украиноязычной среде вы его там легитимизировали. Ну, наверное, заигрался, там сильно о себе задумался, он сказал, и так далее, и так далее. Видите, я вот просто, я лакмусовая бумажка, я по себе очень хорошо вижу, что в мозгах людей. Потому что как человек, склонный к человековедению и много лет этим занимающийся, на тебя всегда идет перенос. Именно это свойство позволило мне в апреле 22 года предсказать, что я буду объявлен главным предателем. Это на пике моей популярности. Я прекрасно знал, как сработает перенос и контрперенос. Так вот, что я вижу в этих всех людях, которые так нам рассказывают про высокие морально-этические качества украинцев и оказываются последними подонками в бытовой практике, морально разложившимися. Все эти Капрановы, все эти Фарионы, Царствие Небесное, все эти там, я не знаю кто, Оксаны Забушки, все эти там Портниковы и так далее. Вся квинтэссенция всей этой истории антипроектности. Печаль в том, что они ассоциируются с Украиной. Не Быков, снявший лучший фильм про Великую Отечественную войну. Там не Чайковский, украинский помещик. Борьба за переименование консерватории, правильно? Не Сикорский, не Вернадский, хотя элементы попадаются. А эти, совесть так называемая нация. Поэтому работа по отделению специальной военной операции в кавычках от Украины важнейшая часть российской работы по окончанию этой войны и нахождению взаимопонимания между народами. Наша украинская часть работы – это отделение украинства, украинской культуры, украинского языка от антипроектности. От смотрите, я дуже люблю розмовляти українською мовою. Мені навіть краще іноді розмовляти українською, і мені подобається, як я нею звучу. Вот просто внутрішньо. Но я ей не пользуюсь. Знаете почему? Потому что она теперь четкий маркер принадлежности к антипроекту. Они добились своего. Я в приватных разговорах встречаю людей, всегда перехожу на украинский, когда не на украинский, и с очень большим удовольствием разговариваю с отечественниками, потому что уже за 2 года не разговоров он начинает теряться, но я его с удовольствием восстанавливаю. Я очень люблю Украину как землю. Я очень люблю Украину как культуру, как людей и так далее, и так далее. Но колоссально сложно отделять ныне Украину от антипроектности, потому что товарищи из антипроекта решили, что они единственные настоящие украинцы, и они единственные распоряжаются брендом Украины, языком и так далее, и так далее. Кто вам это сказал? Зайчики. Кто вас на это благословил? А ну Зеленизм. что? А что бы вам сказал Быков на это все, Леонид, послушав и все остальное? Поэтому от нас, украинцев, требуются 3 колоссальные задачи. Первое – покаяться за то, что мы принимали антипроект за Украину. Отделить антипроект от Украины. Покаяться за то, что принимали антипроект за Украину. И перестроить, создать такой проект, в котором Украине, украинской культуре и языку, да, и полноценное развитие науки, индустрии и так далее, и так далее. А антипроект в могилу и остатки его в музей. Что был у нас такое. Вот музей антипроектности. У нас было такое. Снимали памятник, жгли книги, преследовали своих соотечественников. Знаете, каким будет признаком выхода из антипроекта? Когда у нас перестанут спорить, кто настоящий украинец. Потому что во Франции никто не спорит, кто настоящий француз. В Британии не спорят, кто настоящий англичанин. Мэр Лондона – индус. Премьер-министр был индус. Он настоящий британец или нет?
Индус с индуистской верой, с индуистским происхождением. Риши Сунак. Теперь вопрос. Это не вопрос, а утверждение. Споры о том, кто настоящий украинец, это верный признак тоталитарного режима. Но проблема в том, что он не имперский, тоталитарный. Что в империи он тоталитарный, но империя в космос летает. Синхрофазотроны строят, ускорители элементарных частиц, науку как-то развивается. Да, в империи много гадостей, но зато бывает хаблы летают, и наука движется вперед, вперед фундаментальное искусство. А это еще хуторской тоталитаризм, самый худший вид тоталитаризма. Это колоссальная и тяжелейшая работа. Я мог бы сделать ее в одиночку, имея соответствующие полномочия. Но я никогда не прекращу это делать, пытаясь стамеской отделить украинство от антипроекта и антипроект от Украины. Потому что очень многие люди искренне думают, что Украина – это вот это антипроект, человеконенавистническая история. Но сегодня были фотки из музея Булгакова. Сегодня День музеев. В Киеве музей Булгаков большая пристойная очередь. Молодежь разговаривает на русском языке не потому, что они фанаты, они все билингвы, а потому что они в протесте против душного официоза, который тесно символически связали с украинским языком. Вот этот вот кульминация антипроекта – это когда два СБУшника в вышиванках берут одного из глав района, рекетировавшегося местный бизнес, вместо того, чтобы Тоже работать в на его поддержку. вышиванке, да. Да, и все трое в вышиванках. Вот это антипроект. И поэтому это тяжелейшая борьба, намного более сложная, чем борьба на фронте и борьба за послевоенное восстановление. Восстановление отделения антипроекта от Украины, восстановление этической системы. Потому что антипроект не просто аморален, он дважды аморален. Он аморален, предлагает ложную мораль, и тут же на втором витке он аморален по отношению к этой ложной морали. То есть он ее не выполняет. Это полное этическое разложение. За ним идет технологическое разложение, организационное разложение. А Путин с Россией – это всего лишь ветер, который раздувает и без того существующий пожар, который губит Украину. Украина не антипроект. Антипроект не Украина. Украинский язык и культура не привязаны историей к антипроекту. Мы должны построить нормальный созидательный проект. У него два признака. Он не уничтожает, а строит. И второе, при нем растет количество населения. Вот очень четкие признаки. Ну, Четкие население признаки. пока сокращается, конечно, ничего у нас, собственно, ничего не Он создано. памятник, подростки памятник Бичурину развалили. Да, в Одессе, ну, с другой стороны, в Одессе, видите как, да? Пришли Мгм. снимать табличку мемориальную активисты, Мгм. встретили сопротивление от одесситов. Ну правильно, народ начинает сопротивляться, и нужно сопротивляться. Нужно чинить сопротивление антипроекту беспощадно. И как бы, ну, внимание не государственности, не украинству как таковому, не Украине, не украинской культуре, языку, а государству. А антипроекту. Смотрите, признак же очень простой. Можно любить сколько угодно Украину и украинскую культуру. А антипроект всегда к этому добавляет ненависть к другим культурам и борьбу с ними. А зачем? Он построен на ненависти. Этика ненависти губительна для ее носителя. Если бы ненависть работала против врагов, Путин бы уже трижды скончался в страшных мучениях. Жив-здоров, по телефону с Трампом разговаривает. И переживет очень многих носителей антипроекта. Ненависть разрушает носителя. Нам нужен проект, построенный на этике любви и принятия, любви к друг другу, любви к своей стране, любви к культуре. Зачем нужно к любви к Украине примешивать ненависть к другим? Зачем? Чтобы сохраниться у власти. Чтобы перемешать мед и дерьмо, так оно, бочка меда с ложкой дерьма становится дерьмом. А у нас обратная пропорция у нас. У нас ложка меда и бочка дерьма. И они надеются, что это удастся кому-то продать. Но вот прямо сейчас Путин и Трамп создали все условия для примирения. Зеленский вышел, это все сорвал. Вот так это и работает. И те, которые поддерживают подобные ходы, вы на стороне антипроекта. Вы думаете, что вы за Украину? Нет, вы против Украины. Антипроект – самое враждебное, что существует в Украине.
Путин и российская армия близко не может по степени разрушительности сравниться с антипроектом. Вы решили, что вы единственные носители авторских прав на бренд Украина украинцев? Вы сильно ошибаетесь. Посмотрите мои передачи с историком и Ильей Чедолумой. Мы исследуем украинскую проектность. Сколько даже в рамках украинского национализма существовало проектностей, подчас совершенно противоположных друг другу по направленности. И одну Козюлину, которая временно победила, выдавать за всю Украину и всю украинскую проектность, хотя она даже проектностью не является, а чисто антипроектностью, ребята, вы слишком много на себя берете. Вам история это показала, она еще раз вам покажет. А я сделаю все, чтобы она показала это поярче. Поверьте. Значит, Алексей Николаевич, с вашего позволения, я бы все-таки, ну, как привнес в наш сегодняшний эфир очень важную составляющую, о которой все молчат. Спасибо всем большое, что ставите лайки, что смотрите. 26 тысяч сейчас у меня на канале, у Алексея Николаевича 38 тысяч. Понятно, что сложно, понятно, что блокируют, но тем не менее. Очень благодарны вам за то, что вот не забывайте нажать лайк, это поможет Ютубу немножко перестроиться, да, под новые условия, в которых... Ну, смотрите, далеко не ходили. Командира 59-й отдельной штурмовой бригады сил беспилотных систем, подполковника Богдана Шевчука, сняли с должности за то, что пожалел людей и дал отойти от позиций, Да, которые были под угрозой. Ну, там двойное происшествие за день. Оно все накапливается. Все, что будет, уже есть. да, все, что будет, уже есть. Я по поводу передовой хотел бы, ну, чтобы мы с вами Мгм. пробежались по фронту. Сегодня, вот почему, да, почему сегодня это очень важно? Потому что, ну, давайте так. Значит, пришла статистика по скорости продвижения. Так вот, Мгм. май месяц заметно вырываются вперед по километражу и квадратным километрам, которые россияне забирают, да, на Мгм. линии фронта. Значит, если так вот начать, то предлагаю с Сумской области. Там, как вы уже отметили, эвакуация 200 населенных пунктов, так или иначе. И мы там упорно стремимся в Теткино. Что мы там забыли, Алексей Николаевич? Ну, очевидно, стоит политическая задача хотя бы километров российской территории, но удерживаясь для торговли и для создания соответствующей имиджевой идеологической окраски этой борьбы, что вот мы оккупируем территорию ядерной державы и так далее, и так далее. Но за это и гибнут люди в бессмысленных атаках. Все у нас же как принято. Долго ржать над атаками, в которые ходят колоннами россияне, а потом у нас комбаты пишут рапорта ровно за то, что их боевые, за то, что их посылают точно такие же атаки. Что касается темпов продвижения, это неизбежно, потому что техническое превосходство организационное и количественное Российской Федерации. У них было количественное, потом наступило организационное, теперь качественное наступает. Это тройной капкан, из-за которого Украина выйти не сможет. Антипроект не способен к организации такого рода, который позволяет противостоять подготовленному и обладающим троекратным преимуществом организационным, количественным, качественным и еще идеологическим, четвертое добавьте, противнику. Поэтому фронт будет обсыпаться все быстрее, стремительнее. И Российская Федерация, когда говорит, что да, мы захватим 4 области и добавим к ним еще 2, она, в принципе, говорит это, исходя не из понтов, как у нас принято, а из расчета. Очень многие в комментариях вот прям пишут, чего ждать Харькову. Ну, в каком сценарии? Ну, сценарий того, что Зеленский все срывает, договоренности Сценарий не идут. антипроекта Харькову и Харьковской области будет плохо в течение полугода. Ну, в течение года может сложиться ситуация, что его вообще захватят. Обойдут и захватят. Года полутора. Зависит от очень многих факторов. Будет ли американская, европейская помощь, в каких объемах и так далее. На Донбассе, значит, есть такие достаточно серьезные продвижения вот по этой трассе, которая идет на Мгм. Константиновку. Мгм. Малиновка, вот здесь Новая Полтавка, Еленовка, они уже захвачены Российской Федерацией, и вот эта трасса Мгм. перерезается полностью. У нас получается, что Константиновка с пробитием Торецка
Вот следующий населенный пункт, вот здесь. С такими темпами, когда, простите, но 2 километра за день, это вчерашняя новость, да, еще раньше тоже была легкая там мотопехота российская, может пройти 2 километра в день, это невиданные темпы по сегодняшней войне. Константиновку, я так понимаю, уже минусуют, новую почту Ну, оттуда убрали. мы теряем в кратчайшие сроки. Там видно все. Если они начали бить по логистике между Доброполем и этим самым, и Краматорском, дальними дронами, то понятно, что они режут трассы, которые позволяют снабжать в первую очередь Краматорск, ну и вообще всю эту группировку, ее тылы. Ну, Констаха долго не протянет, сразу могу сказать. Вопрос летней кампании. Многие называют летнюю кампанию Российской Федерации это вот генеральное сражение за Покровск. Ну, здесь, видите, А недалеко. нет. Цель этой кампании — Дружковка, Константиновка, Краматорск-Славянск. Покровск — это приходящее. Покровск возьмут так или иначе. Вопрос только, как бы, тоже вопрос летней кампании. Куда они от Покровска двинутся? На Днепропетровскую или на Запорожскую, например, вниз, создавая отсечный фланг, либо пойдут на этот самый, завернут щупальца туда же, на Краматорск-Славянск. Но поскольку политическая задача 4 области, значит, Донецкую, Луганскую они планируют взять достаточно быстро, там остались-то пару процентов. Взять Донецкую, для этого надо пробить Купинскую, идти на Изюм и сверху накрыть Славянск, Краматор, с двух сторон зажать. Покровской чуть севернее они забирают Донецкую область, дальше, очевидно, сосредоточатся на Запорожской. Ну, плюс Сумская, Харьковская, потому что давление на фронте надо осуществлять, хотя бы для того, чтобы мы не забегали на их территорию. Ну и зону безопасности можно в кавычках тоже создавать, захватывая все больше территории Харьковской, Сумской и отодвигая все далее. Очень люди волнуются также о Никополе. Вот здесь мы видим Никополь, да. Никополь будут кошмарить, но поскольку он на другом, да еще высоком берегу Днепра, непосредственно угроза типа высадки пока не очень просматривается. Ну и, понятное дело, вот эти все торги о Запорожской атомной электростанции, конечно. Так как Запорожская атомная станция, как и численность войск, возвращаемся к началу передачи, ее судьба очень разная в рамках разной проектности. В одной проектности ее могут даже нам передать. В другой проектности ее никогда нам не отдадут. Вопрос, какая проектность, какую проектность мы выбираем. Так если бы мы выбирали, Алексей Николаевич, тут Ну, тоже мы такое. коллективно украинцы. Вот меня спрашивают, что может сделать простой человек в этих условиях. Ну, я могу ответить. Простой человек может сделать все. Если бы вы перестали поддерживать антипроект и его конкретного представителя Зеленского, его рейтинг рухнул бы вниз, то в данном случае конкретно Зеленского, он бы вынужден был идти на уступки. Но, пользуясь вашей поддержкой, он выходит и срывает в который раз уже достигнутые договоры. Вы же смертями ответите. Сегодня же ночью кто-то погибнет при ударах. Я уже не говорю про фронт из гражданских. Вы раз за разом это поддерживаетесь, ни на что не жалуетесь. Вы авторы на поддержке простых людей. С тех пор, как существует демократия, строятся города на Марсе и рай на Земле, либо лагеря смерти. Украина превращается благодаря антипроекту в большой лагерь смерти. У меня товарищ сейчас участвует в похоронах одного знакового офицера, который до этого был достаточно медийным персонажем. Погиб. И ему предписали притащить гроб в центр Киева, Зачем? который, ну как, павший герой, все дела, который и так уже превратился центр в Киева в кладбище, в могилу. Могильный дух стоит в стране в обязательном порядке. Не спрашивая родных, гроб должен быть в центре Киева выставлен постоять. Это люди, которые смеялись над мавзолеем, некрокультом в России и так далее. И прочее, прочее. Там хоть один мавзолей, у нас кладбище в центре Киева. Не только в центре Киева. Поэтому вы поддерживаете могилу, вы превращаете страну в лагерь смерти. Друзья мои, это делает не просто Зеленский. Вы делаете, все, кто его поддерживает.
Все, кто поддержит антипроект. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего вопроса на моем канале. Будь вы на месте Украины, какой из красных линий вы бы поступились в первую очередь? 8% вера, 13% армия, 38% территории и язык 42%, что нам явно указывает, что территории, язык это все вообще такое проходящее. А вот с верой, конечно, и армией посложнее. Ну, такие результаты. Мгм. Плевать насчет языка, конечно, да. Язык это не главная проблема. Спасибо большое. Там почти 41 и почти 28 тысяч нас смотрят онлайн на двух каналах. Мы переходим к сессии ответов на вопросы. Начнем с вопросов, которые во время эфира вот они были на экране. Режим Блиц, Алексей Николаевич, все как всегда. Значит, аноним пишет, почему Bellingcat, Христов Грозев не опубликовали заявлений фильм о Вагнер-Гейт. Известно ли вам, какая ваша версия? Не знаю, но знаю, что офис их облизывал до такой степени, что могли и долезать. Илья спрашивает, где американские санкции, компромат, о которых говорил Алексей, против клоуна и компании, или время еще не пришло, и могут ли З устранить, если он по факту является главным препятствием к миру? Он еще нужен, потому что он пилот, хорошо это или плохо, самолета горящего, на котором написано Украина. Если самолет хотят посадить, планируют, а его хотят посадить, значит, не время менять пилота. Но однажды эта история кончится. По войне или по миру и так далее. Посмотрим, как или в каком варианте. Так, значит, переходим в сообщество YouTube. Здесь вопросы вот такого толка. Вопрос Алексею. Незадолго до операции в Курской области вы тоже говорили о том, что нужен мир, а сразу после воодушевились, поверили в победу и сказали, неплохо было бы еще Курскую АЭС взорвать. Предположим, что сейчас у ВСУ начнутся успехи. Как поменяется ваша риторика? Никак не поменяется по одной простой причине, потому что, во-первых, успехи в ВСУ не начнутся. Во-вторых, я вам 1000 раз объяснял. Тот мой восторженный спич, когда я крыл, это был ответ той части российских зрителей, или, если хотите, ботов, которые максимально унижали Украину в этот момент. Если вы думаете, что я обращался к России или ко всем россиянам, это вам так хочется думать. Что касается самой Курской операции, я ее приветствовал как очень разумный военный маневр, особенно если бы сама операция длилась не больше недели, рейдовая. И я всегда говорил, что если уже воевать, то систему рейдов через северную границу, это было бы то, что нужно. Для того, чтобы сковывать силы противника, заставлять держать там большой резерв, который не мог бы действовать на основных направлениях. Это просто сильный военный прием. И когда он был применен, организован достаточно грамотно, по крайней мере на первых порах, там тоже были огрехи, и это нельзя было не приветствовать как сильный военный прием. Не забывайте, не забывайте, что я в этой войне на стороне Украины. А хочу остановить ее ради Украины и России. Вот такая моя позиция. Я 1000 раз говорил, русские и украинские народы не должны убивать друг друга. Ни в коем случае. Но это самый верхний этаж, этический. А есть технический этаж, как ведутся боевые действия. Мои друзья воюют в силах обороны Украины. Так получилось. Помните, как Д'Артаньян говорил кардиналу? Так получилось, что я вас очень уважаю, ваше высокопреосвященство, но так получилось, что все мои друзья, к большому сожалению, да, почему-то, по какой-то нелепой случайности против вас, а да, все мои враги по какой-то еще более трижды нелепой случайности на вашей стороне. Так получилось. Так вот, я первый для того, чтобы это все остановить. Но пока мои друзья сражаются, я не очень доволен, что мы вообще воюем. Я не очень Украина, Россия. Я крайне недоволен тем, что приходится стрелять, убивать и так далее. Я очень недоволен, что мне приходилось это делать. Но, пока идет война, я делаю сборы, чтобы они остались живые. Не антипроект победил, а мои друзья вернулись домой живыми к своим женам и детям. Вот это единственная цель. И пока они эффективно действуют, а значит шансы остаться у них в живых и сохранить больше для будущего украинского проекта, жизни, территории и так далее, я буду приветствовать удачные военные маневры.
на этом этаже. И я же буду говорить, на этаже техническом, что я против войны и делаю все, чтобы ее остановить. Алексей Понимаете, Николаевич, ну какой я, камень? конечно, Да, 10 минут назад да. выползает Зеленский, Мгм. какой-то такой с улыбочкой, такой, Да, да, да. такой говорит, Украина не Бахмут. собирается отказываться от курса в НАТО и Да, да. провозглашать нейтральный статус страны, как того требует Российская Федерация. У Украины есть статус, он в Конституции, там все написано. Да, я вам предсказал это в прямом эфире, помните? Да, да, то Поэтому есть бинго. даже не надейтесь, готовьтесь к мобилизации женщин и отъему личного имущества и автомобиля. Это ближе к ноябрю, я думаю, уже будет. Ноябрь-декабрь. Бинго в этом отношении, конечно. Если так дальше продолжится, да, может и раньше. Ну, скорее всего, октябрь-ноябрь. Вот это да. Так, продолжаем, друзья, с вопросами разбираться дальше. Значит, что бы Арестович до 24 февраля 22 сделал бы на месте российского лидера, чтобы прекратить превращение Украины в аналог Хамас, основанном на галичанском национализме, против России? Было ли это вообще возможно? Но до какой-то степени, по крайней мере, была возможна попытка. Можно было бы написать вторую статью или выйти и четко опубликовать. Мы не против Украины, не против украинцев. Мы против вот этой антипроектности, или там проектности, как ее хотите назовите, которая мы рассматриваем как угрозу национальной безопасности не только Российской Федерации, но и всей Восточной Европе. Россия никогда не потерпит существования антироссии на ее границах. И Украину как проект, через который проводится антироссийское влияние. Вот вам ультиматум. Или, хотя это было попытки, но там главное, даже не попытки, а прямые заявления, не было главного. Не было, россияне передали ответственность целиком на НАТО, воспринимая нас уже, наш режим абсолютно как прокси-силу, перестали с нами общаться уже. Правда, перед этим было 10 лет попыток, почти 8 в рамках Минска, этого самого, как его, нормандского формата и так далее. Но надо было очень четко отделить украинцев и Украину от антипроекта. Это не поздно сделать и сейчас. Вот это главная ошибка в России, в российской стратегии по отношению к Украине. Значит, Анна, Александр Алексей Николаевич, здравствуйте. Не считаете ли вы, что разговоры о героизме Зеленского в первые дни войны преувеличены, если ссылаться на откровения Беннета о гарантиях сохранения ему жизни? Что об этом знаете? Э, Как бы в тот момент, когда разговоры были о героизме Зеленского, еще Беннет не сделал свое признание. Но я был человеком, который дважды предлагал Зеленскому переместиться на, назовем, запасной командный пункт. Он не очень далеко от Киева и даже в Киевской области. Но для того, чтобы не подвергаться непосредственному риску, потому что сигналы шли всякие. Я говорил очень четко, государство сопротивляется, пока есть глава государства. Если его нет, может быть деморализация, обрушение, и никто не знает, что окажется последней соломинкой. Мы находились в ситуации, когда постоянно шли сигналы, в том числе об иностранных партнерах, о непосредственной угрозе жизни Зеленского. Он дважды сказал: нет, я не уеду. Было ли у него тогда обещание Беннета? В тот момент я не знал ни тогда, не знаю даже календарно сейчас, потому что Беннет не назвал ему, когда он ему дал эти гарантии. Поэтому он вел себя достаточно героически, и вообще Зеленского не надо недооценивать. Если не яйца, то склонность к хуцпе у него в крови, а для этого надо иметь какую-то долю наглости. Она тогда казалась здоровой, сегодня нездоровой, но она есть. Поэтому героизм, не героизм – это не то рассуждение. Мне не важно, герой или не герой, мне важно, проект или антипроект. Строим или разрушаем, ненависть или любовь. А герой на ненависти и на антипроектности – это все туфта полная. Значит, пришел вопрос у нас. Значит, добрый вечер. Один из экспертов говорит, что уже в июне война закончится, но по его словам это будет не то окончание, которое все ожидают. Алексей, как вы видите, это лето для Украины, харьковчанин. Она может и завтра закончиться, но это ничего не поменяет. Если Украина не окажется от антипроектности, она сожрет сама себя, а Россия второй раз войдет и добьет. Научитесь мыслить в рамках проектности, не в рамках прогностики примитивно. Да, будет большое облегчение, все обрадуются, ура, закончилась война прямо завтра или в июне и так далее, и даже выборы могут быть.
Это ничего не значит. Пока не устранены причины войны, кого бы ни избрали главой государства, если будет сохранена проектность, точнее антипроектность, Россия вернется в 27-28, более качественно подготовившись. Значит, вот А мы к этому моменту, а антипроект разложит Украину еще больше к этому моменту. Значит, вот такой вопрос. А что мешает Зеленскому заявить об одностороннем прекращении огня на свои вот эти 30 дней? Ведь Россия будет вынуждена принять его, иначе Зеленский будет вправе тыкать весь мир носом на это. Мол, смотрите, мы идем на мир, а Путин нет. Когда вы рассуждаете в тыканье носом, кто кого тыкнул носом, становится понятно, что вы за 3 года так и не поняли, что происходит. Тыканье носом никого не интересует из серьезных людей. Из серьезных людей интересует что? То, что ты можешь, и то, что ты хочешь, и о чем ты способен договариваться. Ну вот Зеленский объявил 30-дневное перемирие. Россия не остановилась. Сколько просуществует такое перемирие? Минут 15, правильно? Потому что наши войска будут вынуждены стрелять в ответ. Это я уже не говорю о том, что обороняющиеся никогда первыми не объявляют перемирие. Перемирие объявляют первыми те, кто нападает. Вот. Или предлагают. А во-вторых, ну, оно не просуществует 15 минут, а тыкать Путина тыкнули в носом. Путин просидел 22-й в жутчайшей изоляции, от него все отвернулись, записали его в Гаагу. Мгм. Он пересидел на длинной воле. Сегодня у него на параде Си Цзиньпиня, а еще недавно в Казани была треть действующего состава ООН. Такая война кончится, Трамп приедет на экономический форум. Трамп приедет, он давно уже отказался, он уже давно не в международной изоляции, все, кто мог его тыкнуть, уже ему лижут, понимаете, да, поэтому все эти тыкания, это детский сад и кухонные разговоры. Если вас интересует кто большая политика, это не комментарии в Фейсбуке. Это вы можете радоваться тому, как вы кого-то удачно тыкнули или переживать, что вас тыкнули. Там никто всерьез этим не занимается. Добрый Вы тыкнули вечер. носом, он вас тыкнул орешником. Да, офигенная история, правильно? Вопрос к Алексею Николаевичу как к военному. Сумскую область приграничье эвакуируют. Люди в растерянности, в непонимании куда-то выезжают, оставляя свои дома. Появились случаи, когда военные, пользуясь отсутствием хозяев, взламывают двери и самозаселяются в пустые дома. В основном люди берут с собой только самое необходимое, документы, одежду. Это важно. Вопрос, куда вообще обращаться людям и кто должен контролировать военный беспредел? Спасибо за ответ. Командование воинских частей, пишите в ДБР. По поводу вашего имущества заявление, если что. У нас полиция, ну, ДБР, преступления, совершаемые военные, это ДБР. Но это еще полбеды. Донецкая и Днепропетровская область массово уезжают люди. Сейчас массово. Поэтому, смотрите, мы пока болтаем здесь, все левобережье постепенно превращается в буферную зону. Полувоенную такую. Там все копается, везде готовятся фортификации, люди уже уезжают. Поэтому, ребята, как бы военные, заселившиеся, скоро будут по беспределу или по произволу в дома, скоро будут не только в Сумской области. Все левобережье будет постепенно становиться таким. И скорее быстрее, чем позже. Спросите, пожалуйста, Арестовича, когда он станет президентом, кому он в первую очередь даст героя Украины. Если может назвать несколько людей, которые достойны героя, но при этой власти они его никогда не получат, к сожалению. Посмотрим. Это же, когда я стану президентом Украины, смотрите, в антипроекте я никогда не могу стать президентом, технически невозможно. Меня, скорее всего, не пустят даже сделать все, чтобы я не пошел на парламентский. Если я попытаюсь пойти, и у меня будет весомый успех, не просто санкции ведут, попытаются физически ликвидировать, особенно на территории Украины. Но это все лирика. Меня просто не изберут, пока в общество давлеет антипроект, потому что я говорю, вы там с антипроектом играете сколько хотите, и я категорически против него. Вот есть Лана Зеркаль, Порошенко, Зеленский, там все вот эти политики, они там все на одной чаше весов, а я на другой. Я не знаю ни одной политической фигуры, которая не хотела бы усовершенствовать антипроект, чтобы он лучше боролся или лучше разлагал, а которые хотят его сменить. Я единственный. Если украинцы будут готовы к этому и не появится кто-то другой, то тогда что? Тогда и захотят смены проектности, как они захотели ее на самом деле в 2019 году. То тогда я практически безальтернативная фигура. Тогда я точно стану президентом, но, заметьте, в рамках проекта героями будут совсем другие люди. Хотя военные, например, те же готовы умирать за свою родину, все равно останутся героями. Но вот тогда и будем рассуждать, а пока это слишком
Вопрос Алексею. Вы читали биографию золотодобытчика, друга Высоцкого, правдоруба Вадима Туманова «Все потерять и вновь начать с мечты». Почему сильные, прямолинейные, успешные и грамотные люди, так необходимые для подъема страны, так не нужны государству? Очень хороший вопрос. Потому что умные не надобны, надобны верные. Умные малоуправляемые. Малоуправляемые. Человеком управляют в Украине через две вещи. Компромат и коррупция. Если ты не коррумпирован, и если ты не на компромате, ты считаешься неуправляемым. Почему я всегда считался управляемым? На меня нет компромата, я никогда не взял ни копейки. Вот и все. Помните, как в статском советнике беседуют Фандорин, Меньшиков и этот самый князь Пожарский, который играет Михалков? Он говорит, так у князя и разговаривает о том, что снимут сейчас московского генерал-губернатора. Меньшиков за него заступается и говорит, я не понимаю, зачем снимать князя Долгорусского. В Москве у него проблем не было и нет. И что говорит Пожарский Михалков? Говорит, это голубиная душа. Вы голубиная душа. Когда человек без проблем беда, а человек без проблем не нужен. Личико голое, уцепиться не за что. А вот когда есть бороденка, как у артиста Мочалова, то всем пятерней можно залезть и за бороду им управлять. Вот вам и ответ. Да, так и есть. Значит, давайте еще пару вопросов из клуба зрителей и переместимся в наши чаты. Значит, всем большое спасибо, что подписываетесь, что смотрите. Не забывайте жать на лайк. QR-код возле Алексея — это его школа личностного развития. QR-код возле меня — это возможность поддержать канал и написать вопрос прямо на экран. Значит, поехали. Алексей Николаевич, здравствуйте. Обещание со стороны Трампа по итогам войны России, большого количества рабочих мест и богатств с неограниченным потенциалом с одной стороны, а Украине торговых бенефитов в процессе восстановления. Справедливый итог войны, по-вашему, или просто закономерный? Справедливость – это ложная категория в деле войны и геополитики. Там не работает категория справедливости. Поэтому перестаньте использовать ложные слова, которые вас заводят в ловушку. Потому что, используя ложные слова, вы себя автоматически помещаете в воронку ложных сценариев. Правота, справедливость – это полная туфта. Или ты можешь, или ты не можешь. Вот и все. Игорь, 627 пользователь. Добрый вечер. Исходя из некоторых событий, как вы думаете, возможен ли поход а-ля Пригожина, но только в украинской интерпретации? Понятно, что там такого харизматичного и влиятельного человека нет. Посол Британии не в счет, так как своя рубаха оказалась ближе к телу. Ну, в условиях атаманщины возможно, и не один поход вполне может быть на Киев. Пограбить и потребовать. Ну, пока все еще нет. Чуть позже. Алексей Николаевич, давно от вас не слышно инсайдов от таксистов. Может, говорят что-нибудь хорошее? Так все, что так они говорят, я говорю вам прямо сейчас. Они говорят, что с Зеленским договориться не удастся. И вот мы подтверждаем получаем этому подтверждение в прямом эфире. Они говорят, что он смертельно надоел, и мы это знаем. Трамп это говорил перед этим самым, что он устал и от Украины, и от России. На самом деле Россия вставляется дежурно туда, от Украины он устал, что он не верит и так далее. Когда он говорит о двойных санкциях, он рассматривает санкции против Украины тоже. А что он реально сделает, мы посмотрим, потому что Трамп сам себя в ловушку загнал постановкой вопроса. О том, что я всех помирю за 24, потом за 100, а потом вообще как-нибудь помирю. На Ну, последнем эфире у Соболева сейчас Никита. как раз тот редкий случай, когда то, что говорят таксисты, прямо в прямом эфире. Не надо никаких инсайтов, все на поверхности. Никита задает вопрос. У Соболева на эфире вы сказали, что приветствовали бы диктатуру, которая стремится в космос и сохраняет права человека, и добавили, что в случае вашей победы будете управлять предельно жестко. Ранее вы также говорили о специальном трибунале и возможной смертной казни. Можете уточнить, какие именно формы жесткого управления вы считаете допустимыми ради общего блага? Что значит форма жесткого управления? Это очень абстрактный разговор. Я понимаю одно. Цель поставлена, согласована, должна выполняться. Если она не выполняется, причины анализируются, виновные наказываются, раскаявшимся дается возможность исправиться или не сильно ошибившимся.
Тем, кто не хочет каяться или ошибся сильно, устраняются из системы. Не обязательно физически, но теряют полномочия, в рамках которых они могут принимать и влиять на решения. А как это, те, кто заслужил, немедленно награждаются и в зависимости от проявленных талантов обучаются дополнительно, как это, продвигаются по карьерной лестнице и так далее. Все очень просто. Принципы управления придумали 5 миллионов лет назад, с тех пор они не поменялись и никогда не поменяются. Здесь не нужно быть сложным. Я закончил командное училище, общевойсковое. Мне, 22-летнему лейтенанту, вручили 147 человек учебную роту. Как бы я немножко управлял своей жизнью и продолжаю управлять. Так, значит, давайте пообщаемся немного с чатом тоже. Понятно, друзья, все вопросы задать невозможно, но тем не менее, всем большое спасибо за то, что оставляете их все равно, за то, что вы пишете. Чат канала Александра Шелеста, то есть мой канал, значит, значит, вопросы. Ольга Зайцева. Алексей готов стать президентом воюющей страны? Ведь после перемирия страны НАТО могут спровоцировать повторное нападение России и будут выполнять боевые действия согласно договорам. Страны НАТО ничего не будут провоцировать, потому что они малохольные. Не волнуйтесь за это. Я готов стать президентом воюющей страны, хотя абсолютно не представляю, как это. И на следующий день я прекращу войну. А может быть и в тот же. Ну сколько там до Москвы долететь, доехать? Михаил Богданов. Как вы думаете, украинцы в большинстве своем правда не понимают, почему война началась, или кривят душой? Правда не понимают, но есть особо циничные твари, которые все понимают и именно на этом настаивают, продолжают на этом настаивать и разлагать мозги тем, кто просто не понимает. Яна. Вопрос. Завершение войны для Украины не завершает противостояние Европы и России. Будет ли война Европы с Россией в Прибалтике или Молдове? На определенных условиях да, но скорее всего нет. Пока. Мгм. Значит, приходит вопрос вот такой на экране только что. Как вы считаете, дает ли сделка по ресурсам хоть какие-то гарантии безопасности для Украины, или это просто попытка Трампа показать своему электорату какой-то прогресс? Он показывает электорату прогресс, и что я им больше не буду платить. Он же поднимался на какой риторике, что мы слишком много дали Украине. Байден, я не позволю. Ну и он говорит, Байден дал, а я компенсирую. На самом деле до реального получения прибыли от этих месторождений, даже если их удастся их проэксплуатировать, там, да, вложиться, построить это лет 10, и в условиях геополитической турбулентности в ближайшие 10 лет гарантия их эксплуатации – это очень зыбкая история. Пока это идеологический пас своему избирателю. Байден только тратил ваши деньги, а я вам так или иначе постараюсь вернуть. Но для этого линия американской внешней политики в отношении Украины не должна меняться 10-15 лет. А кто может это гарантировать? Все договоренности на время тех, кто, политиков, которые сейчас у власти. Да, он подписал, но перед этим Зеленский из Британии подписал на 100 лет. И где оно хоть как-то, где-то как-то выполняется, такое же соглашение. Поэтому это в достаточной степени Филькина грамота. И только на условии, что эта инвестиция, эксплуатация пойдет всерьез, да, американцы будут защищать свою собственность. Но поверьте, они точно не начнут для этого войну с Россией, с ядерной. И ядерную войну. А Путин готов начать за Украину войну с Америкой и ядерную войну. Он лучше этого не хочет делать, но он готов. Американцы не готовы. В таком противостоянии всегда проигрывает тот, кто не готов до конца идти, как бы он ни понтовался. Мгм. Рина, вопрос. Все оппозиционеры России, ведущие эфиры на разных странах, с разных стран мира, ратуют за Зеленского. Даже Дмитрий Быков не замечает политику властей Украины к русскоговорящим, коррупцию. Почему они обходят эти темы? Россия это вообще, российская оппозиция вообще трагедия, трагичная история. Почему они обходят? Потому что Путин для них абсолютное зло. А если они перестанут поддерживать Зеленского и скажут правду, что теперь это до срыва стамбульских переговоров 2 апреля там, или там, 15 мая 2022 года, это еще Украина была демократией, сражающаяся с тоталитаризмом. И они, как либералы, конечно, все были на стороне ее. А теперь это два зла, которые сражаются с друг другом. Хуторское зло и там имперское зло, как хотите назовите. Но от имперского зла они лично пострадали, а хуторское – это последняя надежда на то, что на их сказку светлую про то, что либералы сражаются с диктатурами, чего уже нет в помине. Посмотрите на Зеленского в этом френче. Мгм.
Он же под Мао Цзэдуна косит, какая вам демократия, вы что, даже стилистически. Поэтому, ну, им признать это невозможно, потому что означает, что рухнут все их построения. И вот тут люди как вынуждены определяться. Они меня обожали. Быков меня обожает до сих пор. Я так понимаю, судя по тому, что мне про него говорят, присылают отрывки его передач. Но он имеет эту смелость. Я сменил свою точку зрения на то, чем является Украина, чем является Россия, потому что за это время они очень сильно давно поменялись, чем являются Путин и Зеленский. А у них нет яиц. Я сменил точку зрения, зная все последствия за ее смену. Да, Но мне правда дороже, чем последствия. А у них нет сил сменить ее. Нет. Они слабые люди. И то, как они соотносятся с друг другом, лишний раз показывает, что они не просто слабые, а никчемные люди. Поэтому, как говорил Марк Твен, опустим завесу жалости над концом этой сцены по поводу российской оппозиции. Red Monkey вопрос. Алексей, возможно ли гипотетически смена названия страны и как это повлияет на правильных украинцев и неправильных? Я про язык. Есть же примеры других стран. Спасибо. Можно, я бы сменил на Русь Украина, вы знаете. Флаг бы поменял, символику, гимн бы сменил. Вообще страну переучредил, потому что украинская коллективная символика и символический капитал вообще крайне важен. Он к этике привязан. Но в случае с Украиной, Украина поведена на символическом в ущерб содержательному, это особо важная история. Но здесь нужно сначала обеспечить содержание, к которому люди хоть захотят вернуться или от которого не захотят бежать. А потом уже можно, когда получишь содержание и все спросишь людей, вам нравится? Они говорят, да. Хотите этого? Хотим. Защищать хотите? Хотим. Вот тогда можно выйти, заработав авторитет реально. Реально обеспечив людям намного более лучшую жизнь, защиту. Щоб, як кажуть українці, українець не був чужинцем в своей стороне. Тогда можно предлагать символические перемены. Сказать, ну а давайте теперь это все еще заполируем символически. Начнем с чистого листа. Вот мы теперь новые, другие. У нас теперь вместо антипроекта и проедания созидательный проект. Его пора бы и переименовать. Мгм. И все, и переименовали бы. Фидель. До 2020 года никто не верил в возможность ковида. До 22 в войну. Почему сейчас никто не верит, что РФ возьмет Запорожье, Купянск и Херсон? Знак вопроса. Кто не верит, это их проблема. Я не просто верю, я знаю, что если так дальше будет продолжаться, они возьмут и Харьков, и Полтаву. А потом однажды и Киев. Свежий комментарий Трампа. Есть некоторый прогресс в урегулировании между Россией и Украиной, заявил Трамп журналистам после беседы с Путиным. Там творится ужасная ситуация, так что, надеюсь, мы что-нибудь придумаем. Мы также поговорили с главами большинства других европейских стран, пытаемся разобраться во всем этом. Какой позор, что это все вообще произошло. Это Дональд Фредович Трамп. Это и в его стиле он будет говорить прогресс, 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 и везде у него всегда прогресс. Но на риторику можете не обращать внимания. Все, что вы хотите знать, говорит Зеленский. Вернее, все, что вы хотите знать о перспективах. Покуда это будет НАТО, мы не уйдем с территории, забудьте. Это Да, война. да. Мария, Алексей, а Гордон когда-нибудь поймет, что он не прав? Спросите у него, почему вы меня спрашиваете. Я отвечаю за Алексея Арестовича. У Гордона другая фамилия. Он говорил, с 0 часов перемирие будет. Мгм. 30-дневное. Мгм. Прям объявлял. Вот. Мгм. Так, значит, канал Алексея Николаевича 45 тысяч онлайн. Спасибо большое. Не забудьте поставить лайк, если смотрите на моем канале или на другом канале этот совместный эфир. Сергей Воробьев, правда ли, что из украинской переговорной группы в Болгарию сбежали 2 переводчиков? Уже Сергей. двое. Я слышал про одного, сейчас пытаюсь выяснить, это правда или нет, хотя CNN Тюрк сообщила это. Если двое, не сомневаюсь. Нет, ну там Ну, не было, как бы, это похоже все-таки на вброс какой-то, но я в него, может быть, я да. в него поверю, В него понимаете? очень легко поверить, потому что понятный мотив этих переводчиков. Тису переплывать не надо просто тихонечко сесть в такси и отъехать подальше. И выбросить телефон. Ви Чу, как убрать Зеленского, спрашивает ваша Перестаньте подписчица. его, перестаньте его поддерживать. Ну, может быть, не вы, я имею в виду широкие массы. У него же действительно вырос рейтинг на отсутствие мозгов. На непонимание людей, что более злейшего врага, чем Украины, чем у Зеленского нет.
что он губит Украину куда эффективнее, чем Путин. И что будущее Украины и будущее Зеленского несовместимы, если Украина хочет выжить. Так, значит, друзья, да, благодарит Ольга, говорит: Олексій, вас шанують за правду. Спасибо большое. Алексей, да, э, значит, Как ни странно, да, люди еще подходят и благодарят за правду. Не еще, а даже чаще начали. В несколько дней после санкций вообще невозможно было пройти. Я и так, когда иду за кофе, у меня фотосессия на 1,5 часа всякий раз, но обычно благодарили за начало войны. Сейчас начали за правду благодарить. Это интересно. Great Creator, Алексей, ваше отношение к блокировке АДГ в Германии, ужесточение миграционной политики Мерца. Я из России, планирую в будущем гражданство ФРГ. Я против войны. Ваши рекомендации оппозиции в России. Ну вот так, сборная солянка. АДГ, Германия, Мерц, что думаете? Это Германия, Румыния, Ле Пен во Франции и так далее. Видно, что Европа выбрала свою стратегию. Она заключается в подавлении крайне правых сил во имя левоцентристского общественного договора, который существует в Европе и формально отражен в руководящих документах ЕС. И Европа выбрала свой путь. На левоцентристской модели все-таки вооружиться, увеличить численность армии, все эти решения приняты, активно поддерживать сейчас Украину на российские нефть и газ, которые они покупают, как бы, да, и так далее, и так далее. И они выбрали, да, и подавляют крайне правых популистов, которые еще обязательно записываются в пророссийские. Или не популистов и так далее. Это стратегия. К чему она приведет европейцев? Как она была принята, понятно. К чему она приведет европейцев, мы еще посмотрим. Потому что они ведут крайне правую риторику насчет войны в Украине и направленную против Путина, и при этом, да, остаются левоцентристами. Это интересный шпагат, к чему-то он обязательно приведет, зависит от способности Европы милитаризироваться и стать самостоятельной геополитической силой. Они пока этого не планируют, они не могут конкурировать по экономике, там, в искусственном интеллекте, в прорывных каких-то вещах, но, по крайней мере, они поставили вопрос о самозащите и ограничении миграции, и ограничении правых политических тенденций. Но подавлять правых методами запретов – это только воспитывать их популярность, которая приобретет какие-то другие формы на местных выборах, в каких-то уличных протестах, в движениях на сепарацию, на отделение регионов, там, предоставление больше независимости. Это очень опасный путь. Кроме того, за этим стоит вторая опасность. Европа, вооружившаяся. Главная угроза – это не против России, не против США, или там для независимости от США, а не начнет ли она воевать с друг другом. Это Европа, вооружившись. Мгм. Потому что всю свою историю, все, что умеет Европа, это только воевать с друг другом. НАТО создавалось для того, чтобы европейцы не воевали с друг другом под контролем американцев. Потом это делали совместно СССР и Европа, и, вернее, Соединенные Штаты. Европа, вооруженная, способная воевать, совершенно неизвестно, как она будет относиться к друг другу, потому что в каждой европейской столице по 5 памятников взятию другим европейским столицам. Вот это главное опасение, которое сами европейцы высказывают. Поэтому вы едьте себе в Германию, если вам этого хочется. Но то, что Германия сейчас ставку делает на военную промышленность, на увеличение армии, это я вам гарантирую. А вот когда проснется германский милитаризм хоть до какой-то степени, мы посмотрим, что будет. Это совершенно очевидно. Но в любом случае еще очень долго Германия будет оставаться страной правовой, где царит закон, порядок, суд. А подавили АДГ, не подавили АДГ, это тревожный звонок, но все еще не до такой степени, чтобы на вашу уже личную жизнь влиять. Мгм. Дэвид, господин Да. Арестович, вы повторяете версию грузинского правительства. Они говорят примерно то же самое с начала войны. Но вы по-прежнему находитесь в оппозиции к грузинскому правительству. Почему? Я не нахожусь в оппозиции к грузинскому правительству. Я никак не нахожусь ни в каком варианте, ни в каком соотношении с грузинским правительством. Я даже не знаю, как их зовут всех. Поэтому вот я позиционируюсь в отношении многих вещей. Например, в отношении античной или индийской философии. Но в отношении грузинского правительства я точно не позиционируюсь. Мне не понравилось, как они добивали Саакашвили в тюрьме. При том, что у меня к самому Саакашвили очень неоднозначное отношение. Но просто расправа политическая методом убийства здоровья человека – это не здорово, с моей точки зрения. И я в свое время приложился для того, чтобы эту проблему подсветить в передачах с Фейгин. Но Михаил Саакашвили до сих пор жив. Видимо,
приняли к сведению. А какую политику строит грузинское правительство, это дело грузинского правительства и его народа. Грузины решают. Грузины сами выходят в демонстрации протеста и улично-демократическим путем определяют внешнеполитический курс. Не я его определяю. Я не знаю этих людей, у меня нет для них личных характеристик, я не знаю, в каком политическом контексте они принимают решения. Я вообще плохой специалист по Грузии. Я ничего не знаю про Грузию, кроме того, что я в ней родился и очень люблю эту страну и народ. Но в политике грузинской я не разбираюсь, поэтому я не могу занять позицию. Мгм. И Понятно. вы, когда это говорите, вы учтите, что 20, Арестович 22 и Арестович 25 – это очень разные люди. Не потому что, а потому что Арестович 25 знает намного больше, чем знал Арестович 22. Несравнимо больше. И про эту войну, и про всю политику в мире, и про все остальное. Значит, что будет с Украиной, если через несколько лет к власти в США снова придут демократы, спрашивает Богдан. А вы протянете эти несколько лет? Вот это вопрос, будет ли Украина Да, да. при Вы прежде демократах. чем дождаться демократов, вы спросите себя, кто дождется и в каком размере. А, Лилия Перчак. Здравствуйте, Алексей. Последние несколько дней в сети появляются новости о том, что Венгрия планирует операцию «Турул» против Закарпатья, своеобразное СВО от венгров. Что вы думаете по этому поводу? Я сюда сразу Это присовокуплю молдавскую политика, которая там Молдавия Маре, которая претензии на район в Одесской области. Да? вот таких вот подавлять решили, Европа с левоцентристских позиций решила подавлять всех любителей сходить в Закарпатье, либо забрать Буковину. Алексей, с кем из оппозиционных политиков вы готовы вступить в коалицию? Вадим Желонкин спрашивает. С тем, кто четко скажет, что он против антипроекта и хочет строить проект. Мне все равно, кто он будет, если он всерьез выступает с этих позиций. Мне не важно, какая у него фамилия, даже предыдущая биография. Я готов его назвать союзником. Ну, при прочих равных выяснениях обстоятельств. Я вам скажу больше, мне некоторые украинские правые пишут, правые и крайне правые, Насколько правы? крайне правые, которые говорят, идеологи, которые говорят, что организаторы, что ну, антипроект, они разделяют терминологию, говорят, да, антипроектность убьет Украину, надо делать что-то с проектом. Там уже вопрос, что и как, но, по крайней мере, они признают существование антипроекта, который губит сейчас Украину. Почему люди не собрались на Майдане и не свергли Зеленского? Не хотят или не могут? Тимур Талипов спрашивает. Как вы представляете себе сходку на Майдане в условиях отмобилизованной армии, полиции, аппарата безопасности? Великолепно. Когда надо Кличко покошмарить, выходят митинги, вы же видели, да, в Отлично, новостях? потому что это митинги, которые с офиса Да. организованы. Когда А вот надо когда надо... митинги в Киеве сегодня, вышли, перекрыли движение там с табличками, минута А когда надо... молчания. Это митинги, организованные властью. А вот митинги против власти сделать сложнее. Нельзя сказать, что нельзя, но тут же момент какой. А как отразится это на ситуации на фронте? Как этим воспользуется Россия? И эти соображения пока останавливают людей. Когда страну доведут до того, что они уже перестанут останавливать, вот тогда и начнется вторая, третья фаза, о которой я говорю. Она будет постепенно наращиваться. Антамас спрашивает, а Арестович был членом КПСС, октябренком, пионером? Сегодня же день Я был пионерии. октябренком был, пионером был, в комсомол уже не вступил, потому что мне 14 было в 89 году, а тогда были первые демократические выборы. Ну, когда уже не КПСС, а другие партии разрешили, и к нам зашли в класс комсомольцы, сказали, будете вступать. Мы посмеялись и уже не вступили. Значит, друзья, всем большое спасибо. Вопросов действительно очень много, на части из которых мы отвечали ранее, там про Дугина, отношения, вот эти к идеологии. Значит, все равно как-то стараемся вопросы, чтобы не шибко повторялись, но вы большие молодцы, да, за то, что благодарим вас за то, что пишете, за то, что ставите лайки, за то, что не пропускаете наши встречи. Давайте последний вопрос. Вот такой, очень легкий. Это, кстати, у меня в клубе зрителей спрашивали, здесь тоже, там, да. Почему четки, а не трость? Потому что я в режиме переезда и трости пока с собой не взял. Когда перееду, будут снова трости.
Люди переживают об атрибутах нашего общения. Алексей Николаевич, благодарю вас за время и мысли. Спасибо большое. Друзья, берегите себя. Всем добра.